Здорово, стримеры! Появилась у меня тут одна идейка сделать одну сцену из нескольких сцен. Назвал я это дело сцен трансформер. И принцип работы такой, что у нас есть условно всего одна сцена, на которой находится несколько сцен. Все это дело получается при преобразовывании нескольких элементов, смены их расположения и различного взаимодействия между этими элементами. Вот, я попробовал реализовать это на одном из своих предыдущих проектов, о котором расскажу в следующем видео. И, собственно, хочу поделиться данным трудом с вами. Больше подойдет, наверное, это для стримеров, которые только начали. Можно это скачать, это абсолютно бесплатно у меня будет, раздам в общий доступ, выложу. Ссылочки в описании. И можете скачать себе, установить, поиграться. Заодно посмотрите, как правильно организовывать элементы сцен на сцене, как правильно, по моему мнению, естественно, как правильно фильтры структурировать, чтобы было все понятно, красиво и наглядно. Вот, не будем долго затягивать, давайте быстро посмотрим, как это выглядит, а потом расскажу, где это получить, как кастомизировать. Естественно, раз это все об OBS, можно какие-то свои штуки прикручивать. Вот, в общем, все подробно расскажу чуть позже. Поэтому погнали. Ну и особо прозорливые уже заметили, что все происходит супер плавно, потому что именно происходит на одной сцене. Никаких смен, никаких нелепых смен источников друг с другом. Все происходит так, как нужно, да? Различные способы взаимодействия между элементами сцен, как я говорил, да? Вебка увеличивается, может уменьшаться на другую сразу сцену. Да, но у нас все это происходит в одном месте. Пойдемте смотреть. Вот, таким образом у нас организованы сцены. Здесь на сцене находятся сцены. Это у меня источник, если хорошо посмотрите. Вот, само выглядит это вот так вот. Вот они здесь по порядку находятся.
Все происходит путем движения фильтров при помощи плагинов Move Filter. Думаю, как устанавливать плагины, вы найдете. Список плагинов будет и ссылки на них в описании оставлю, поэтому переходите, качайте, устанавливайте. Дальше все это, естественно, бесплатно, все в общем доступе, 0 копеек, 0 рублей можете затратить и получить это вот хозяйство себе в OBS-ку. Если вы только начали стримить, так вообще бесценная штука. Вот, сразу ничего настраивать не надо, взяли, подключили, сейчас покажу, где что менять, чтобы все работало. Вот такое количество фильтров использовано, вот, а тут копаться не будем, туда-сюда лучше не лазить, один фильтр только покажу, как использовать вот этот, и, собственно, все. Вам надо, чтобы это работало у вас, сделать у вас либо активацию при помощи какой-то штуки под названием Stream Deck или ее аналоги, кнопочки, да, которые либо электронная версия, вот у меня есть Sammy Core называется, да, я вот вывел себе эти кнопки, вот такое количество кнопок примерно вам нужно, чтобы управлять данным набором сцен, так скажем. Здесь есть кнопки, сцены старта, сцена АФК, сцена прощания, так скажем, да, сцена с чатом, сцена с игрой, зум камеры, включение-выключение фона и включение-выключение камеры. Также расположение камеры на любой из сцен в определенных позициях, да, вот здесь я себе подписал. Это камера моя, это кнопочка на переход на мои сцены, поэтому тут внимания не обращайте. Вот, значит, что нам надо? Нам надо подключить срабатывание вот этого фильтра, чтобы ваша кнопочная система, можно еще, например, в настройках здесь горячие клавиши сделать, да, и здесь, вот, если вывести старт, например. Или АФК нажму, и вот, так, здесь поиск, сюда, фильтр по горячим клавишам уберем и напишем АФК. Вот у нас фильтрики появились. Показать, а нам надо вот это старт АФК. Можно здесь назначить горячую клавишу, если у вас вообще совсем ничего нету. И пользоваться. Но надо запоминать горячие клавиши, да, или практиковаться в использовании. Значит, для того, чтобы сменить сцену, нам достаточно просто активировать фильтр вот этот. Видите, сцена меняется. Сцены есть, вот я пометил вам зонтиками: старт АФК, чат, игра и, собственно, расположение вебок. Вот эти штуки. Это если вам нужно. Вот они ездят вот здесь. Видите? Вот это все на кнопочке, либо на... поняли. Вот эти... зум еще, да, есть. И вот эти больше оверлей не трогаете. И, значит, все. Вот раз, два, 3, 4 и вот этих 5 кнопок. Дальше нам надо выкл камеры добавить еще. Вот так, чтобы она плавно исчезала. А заставку нам надо сделать вот на этом экране. Заставка. Здесь вы просто включаете фон любой, который настроите. Там любое видео может быть. Может, вы какой-то источник у браузера добавите или просто картинку. И оно у вас появится на основной сцене. Специально разбил вам для удобства, для более гибкой, да, чтобы не лезть вот сюда никуда. Можете здесь задний фон поменять на свой. Масштабировать можно. То, что нельзя масштабировать, само потом придет к своим нужным значениям. Если вы вдруг измените, случайно передвинули, не бойтесь, ничего страшного не будет. Если оно не должно быть изменено, оно и не будет меняться. То есть при переходе на сцену оно вернется в свою нужную позицию. Так что тут бояться нечего. Вот. И если вы что-то, например, скрыли, тот же чат вертикальный, да, также опять назад возвращаемся, он рано или... он все равно появится. То есть то, что вам не надо скрывать, точнее, нельзя, так скажем, скрыть не получится. Дальше перейдем к вопросу, как это настраивать, использовать. В общем, общий принцип объяснил, как этим пользоваться. Теперь объясню, как сделать под свое. Для начала нам надо вставить свою вебку. Она находится вот здесь, камера, специальный раздел. И здесь вот
находится камера, ну, моя прикреплена, да, вам надо будет заменить ее на свою. Вот. Дальше здесь же на камере есть фильтр размытия. Если вас не устраивает, можно вот этот фильтр размытия поменять, поиграться, да, какой-нибудь на свой. Там просто, например, вот такое размытие мутное. Ну, в общем, поиграйтесь. Мне нравится вот этот вариант. Дальше на заставке. На заставке можете менять свою любую, ставить как видео там или какую-то картинку или гифку или еще что-то. Если вдруг надо, можете вставить сюда просто страничку браузера и использовать это как замену сцены с игрой. То есть вам, например, хочется продемонстрировать браузер, и есть у вас игра отдельно. Игру можно добавить вот на экран с игрой. Просто full screen добавляете любой источник, там окно или экран, и все, и здесь оставляете. Это будет ваша игра. Дальше здесь я оставил специально для всяких оверлеев, типа мем-алертов, Donation алерты, если хотите подключать, либо списки какие-то, они располагаются вот здесь. То есть у меня сейчас вот не активировались, вот они. То есть для примера я добавил свой текстовый вывод. Да, вот здесь. Вам единственное надо заменить, это у нас мини-чат используется для этого виджета, вставить свою ссылку, если хотите добавить такой же. И здесь прикрепил изображение, сфоткал сцену, да, для того, чтобы удобно было размещать где-то в каком-то моменте. Например, вы хотите бегущую строку какую-то добавить, и вот сюда добавляете. Это выключайте потом, не забывайте, и будет у вас расположено на сцене стартовой. Вот видите здесь. То есть если я здесь вот на стартовой перемещу, то и здесь она переместится. Ну, поняли, да, смысл, наверное. Вот так надо заменить. А еще вам надо здесь вертикальные ссылочки на вертикальные и горизонтальные чаты тоже поменять на свои. Вот. Ну и остальное можете задний фон вот этот поставить, тоже прикрепить картинку, какую хотите. Тоже, а он используется вот здесь на сцене с чатом, когда нет ни игры, там, ни заставки, вот он сзади показывается. Можете свой какой-то сделать. Ну вот и все, собственно, по кастомизации. На камеру можете накидывать фильтры, тренироваться, да, там, например, свечение сделать, добавить немножечко glow, гламурный какой-нибудь желтенький, ну вот, сайзу вот так, размытости добавили, и все, и у вас уже на сцене вот такая вот светящаяся вебка. Ну вот, ну поняли. И, собственно, мини-чат тоже можете настроить окошечко под себя. То есть здесь под свой стрим, так скажем, цветовую раскраску. Я настраивал под свою, поэтому у меня все вот так вот в моем стиле. Да еще один момент, который надо себе добавить на кнопки, это одновременное включение с фильтром вот этих надписей. Немножко тут заморочено, сделано. Это вот у меня здесь, сейчас покажу, как у меня сделано. Например, вот сцена АФК. Вот она включает надпись АФК и выключает «Скоро начнем» и «ПК». На всякий случай. То есть вот так делает. Ой, вот эту одну включает АФК, и вот эти две выключает. То есть если на случай, если они все три включились каким-то образом, то подконтроливает немножечко выключение вот этих надписей. Остается одна надпись «Стример АФК». Это нужно, чтобы сцена, вот эта штучка вылазит вот здесь на старте. Вот это снизу, вот сейчас видите. Если ее выделить, вот он, этот блок, вот он вылазит. И на этом блоке находятся надписи. Поэтому в зависимости от статуса, если вы отошли от стрима, например, да, то надо выводить надпись АФК, а не вот эти «Скоро начнем». И можно вот эту надпись сделать. Прошу заметить, что можно какие-то тут свои штуки делать, да, которые будут выпадать из-под вебки. То есть можно картинку какую-то приделать или место надписи, да, и заставить ее, например, на АФК появляться
какую-то гифку интересную или еще что-нибудь, изображение. Как вы видите, здесь у нас вот такое большое поле для действий. Можете вот в этом поле, что не за надпись находится за вебкой, поэтому слой будет всегда ниже. У меня так выстроено. Поэтому здесь можете какие-то штуки свои применить и кастомизировать, добавив их сюда. Но не забудьте тогда, что при переключении на сцену, на кнопочку старт, вот эту, фильтр, да, активации старта ФК, одновременно вам надо включать тот элемент, который находится на этой сцене. Ну а теперь немного лирическая пауза, и потом расскажу, как это установить и где забрать. Вот, значит, очень приятно, что вы нашли мой канал, смотрите это видео, досмотрели его почти до конца. Буду признателен комментарию или лайку. Очень важны ваши комментарии. Смотрю, всегда читаю, отвечаю. Вот, понравилось ли вам то, что вы увидели и так далее. Буду очень признателен, если покажете это видео вашим друзьям-стримерам. Надеюсь, что данное видео и данный труд пригодится как начинающим стримерам, так и те, кто давно уже стримит, но им как-то вот лень настраивать свои сцены, а здесь вот готовую накатили, и можно пользоваться, прям выглядит. И заодно интересно мне ваше мнение, насколько необычным выглядит данная сцена, вот, по отношению того, что вы видели ранее. Вот, на своем канале пытаюсь сделать какие-то необычные штуки, показать стримерам пределы, какие-то горизонты, к чему можно стремиться, как кастомизировать и так далее. Вот, подобные вещи можно заказать у меня для разработки. Есть все вещи, которые я показываю на канале. Одна из этих целей, чтобы немножечко расшатать фантазию ребят, которые в ру-комьюнити немножечко как-то закисли последний десяток, наверное, лет. Вот, и как-то немножечко подразвить визуальное оформление на стриме всякими интерактивами и так далее. Вот, так что не стесняйтесь, переходите по ссылке в описании, там все контакты есть, также можете поддержать меня и приходите на стрим, буду рад вам всем видеть в чате, пообщаемся, покажу какие-то мини-уроки, практикую, да, и подписывайтесь на телегу, там всякие, анонсики там или просто мои мысли, вот, буду всех рад там видеть. Вот, ну а теперь давайте посмотрим, как установить данную штуку. Для начала, чтобы проверить, все ли у вас работает и не загрязнять, например, вы захотели добавить на свою основную сцену, чтобы пока не загрязнять, просто создайте пока, потестируйте, потыкайтесь, покликайте, а потом уже, если надо, либо перенесете, либо по новой установите на свою боевую сцену. Вот, я всем так рекомендую устанавливать мои виджеты-гаджеты, вот, потому что, бывает, как-то что-то там, например, пошевелили, и надо по новой все это дело переустановить, а OBS не умеет переустанавливать эти источники, поэтому, поверх перезатирать, поэтому приходится удалять, вспоминать, что там было, удалять мои, не по новой заливать. Поэтому сначала установить на какой-нибудь тестовой, вот так, сцене, да, там назовите ее там 1.1.1 тест, вот у вас пустая сценка. Дальше устанавливайте плагин, называется Source Copy. Не путать с плагином Source Clone, о котором я говорил в своем видео про копирование. Вот, устанавливайте Source Copy, ссылка в описании будет, и у вас появится в сервисе здесь вот такая штучка Source Copy. Делайте луат сцен и указывайте путь к файлу, который я вам прикреплю снизу, ссылку на скачивание, где можно скачать. Скачиваете архив, который, выберите один из двух, с видео или без видео. Если хотите там мои примеры использовать полностью, можете с видео скачать. Значит, распаковывайте в папку, обязательно в папку какую-нибудь, назвав ее для стрима, потому что это все здесь ресурсы, которые используются. Поэтому в постоянном доступе надо, ни в каких загрузках не держите, как это делают некоторые стримеры, которым я устанавливаю свои труды. Просто все сыпят загрузки, а потом случайно удаляют и не работает. Поэтому создайте отдельно папку, в нее загрузите.
это дело распакуйте, у вас будет одна папка и один файлик. Вот. Это у меня 2, потому что здесь 2 у меня набора. Один с видео, другой без. Вот. Дальше переходите в плагин в сервис, source copy и делаете load scene. Дальше указываете путь. Выбираете JSON файл и нажимаете открыть файлик. Вот, и у нас подгружаются наши сцены. Обязательно напишите в комментариях, заработал у вас с первого раза или нет. Небольшой нюанс. После установки надо переактивировать плагины. Для этого, точнее фильтры. Для этого надо либо перезапустить OBS, либо сменить коллекцию сцен. Ну вот у меня единички, например. Переключились туда-сюда на какую-нибудь свою другую сцену, и тогда у вас все заработает. Возможно, что с первого раза у вас не будет работать. Вот, и поехали, значит, все вот должно сразу переключаться. Вот. В общем, вот такой незамысловатый. Скачали архив, показали путь к плагину, сменили сцену туда-сюда, и все, и работает. Вот, буквально пару шажков, чтобы установить. Устанавливаются все мои штуки, ну, минуток за 5, может быть, если все необходимые плагины у вас установлены. Поэтому ничего страшного в этом нет. И попробовали здесь, может, как-то, так скажем, боевую какую-нибудь тестовую штуку поменяли, настроили под себя. Либо, если под себя не нравится настроенное, там что-нибудь поудалять можно, поперемещать, посмотреть, как это будет взаимодействовать с вашими элементами дизайна, да, там, если хотите под себя, да, там, под свою цветовую гамму, например, настроить или еще что-то. Вот. И не забывайте, что если вы подключили мини-чат, то вам надо обновить источник браузера. Как это сделать сразу на всех подключенных мини-чат штуках? Есть у меня видос про подсказки, буквально вот прошлый. Там рассказываю, как одной кнопкой все это сделать. Вот, поэтому не забывайте. И, собственно, наверное, на этом все. Приятного пользования. Надеюсь, вы останетесь у меня на канале подольше. Все, всем счастливо, пока, ждите новых видосов. Следующий будет супер крутой, но не халявный, а просто информационный. То, что я сделал для ивента «Голодные Игорь», пришлось мне изучить немножечко язык C# и на оформление, которое я потратил примерно 3 рабочие недели. Вот. А на этом все. Счастливо, ребята. Пока. Увидимся где-нибудь в телеге или на стриме. Буду рад видеть всех. Пока. Забыл немножечко рассказать вам про одну штуку под названием применение расположения на сцене игра камеры, да. Если вдруг вы хотите, чтобы ваша камера постоянно, ну, по умолчанию была в другой точке. Например, как вот я перемещаю, да, что вы стримите игру вот эту, где надо находиться вот в этой части экрана. И, естественно, при переключении у меня сейчас стоит, вы будете перемещаться сюда, вот в эту часть. Как сделать так, чтобы вы, например, были сверху или в любой другой части экрана, или куда, вот хоть посередине поставите. Вот, надо правой кнопкой нажать фильтры и выбрать вот с грибочками, как раз о котором я чуть раньше говорил. Фильтры, которые надо залазить прям, ну, возможно, индивидуально под каждую игру. Вот, то надо вот сюда перейти, грибочек, и нажать «Получить трансформацию». Все, больше ничего делать не надо. Буквально 2 клика, и у вас все готово. Теперь, смотрите, при переключении на чат мы будем возвращаться сюда, на сцену игра будем возвращаться на серединку обратно, ну или на старт сцену и обратно на игру. Вот. И дальше, если надо, двигаем сюда уже. Вот, но опять, возвращаясь на игру, мы будем помещаться в центр. В общем, вот так вот пользуйтесь на здоровье. Немножечко вас попробую научить пользоваться плагинами и опциями OBS. Вот, надеюсь, будет полезно. Еще раз всем пока.